Всем привет! Когда вы с кем-то расстаетесь, то есть человек физически уходит из вашей жизни, это еще не равно тому, что ваша психика освободилась от отношений с этим человеком. Потому что каждый раз, когда мы с кем-то встречаемся, наша психика создает в своей голове образ этого человека. Он называется интроект. То есть у нас с ним в нашей голове образуются какие-то внутренние отношения. Мы с ним разговариваем, мы по поводу него что-то чувствуем. И еще в нашей психике есть три отсека, три коробочки. Первый отвечает за прошлое, второй за настоящее и третий за будущее. И после того, как вы с кем-то физически расстались, ваша психика должна проделать дополнительный процесс. Этот процесс называется траур. Это процесс прощания с этим человеком, процесс расставания с ним. В психоанализе по старинке этот процесс называется депрессия, но на самом деле он не является настоящей депрессией. В психотерапии это называется дистемия, а я по-простому называю это не депрессия, но депрессулечка. И в чем заключается этот процесс? Ваша психика должна взять интроект этого человека, который сейчас лежит в коробочке настоящее, и перевести его в коробочку прошлое, то есть образовать воспоминания об этом человеке, чтобы когда вы его вспоминаете, вам уже было все равно, вы не страдали, не переживали, не любили его уже, и просто помнили, что в прошлом когда-то у вас был такой человек, могли спокойно осмыслять тот опыт взаимоотношений, который у вас с ним был, но самое главное, чтобы это вашу душу никак не трогало. И в чем же заключается этот процесс траура? Самое главное, я хочу, чтобы вы понимали, что вы должны обязательно проделать его до конца. Этот процесс представляет из себя то, что вы вспоминаете максимально полно и чувствуете максимально полно все те эмоции, и хорошие, и плохие, которые у вас были во взаимоотношениях с этим человеком, и вспоминаете, и осознаете все свои мысли, которые у вас были по поводу этого человека, тоже и плохие, и хорошие. И вы соединяете все эти мысли в вашей голове, соединяете все ваши чувства из вашей груди, соединяете их вместе и выплескиваете. Именно таким образом происходит этот процесс траура или расставания, прощания. Этот процесс очень болезненный, и нужно обладать таким особым мазохистическим задором для того, чтобы его преодолеть. И очень многие люди пугаются этого, и они думают: блин, нет, мы же с ним расстались, лучше не надо про него думать, он уже в прошлом. Или вы думаете: о, этих мыслей просто лес немерено, если я буду про это думать, я в этом завязну, это никогда не закончится. Нет. И тогда вы начинаете избегать этих мыслей и этих чувств, то есть избегаете их прочувствования, продумывания и выплескивания, и откладываете их в какой-то дальний ящичек. И именно это очень опасно, потому что это приводит к хронизации процесса. Если вы не проделаете этот траур до конца, это будет как недовыдавленный прыщ, который навсегда останется там внутри, и поэтому вы вообще не сможете свои следующие нормальные отношения построить счастливыми до тех пор, пока вы не переживете этот траур, потому что у вас будет либо из-за оставшейся любви к этому человеку какая-то апатия, и вы не сможете ни в кого нового влюбиться, вам будет просто не хотеться новых отношений, либо вы будете тянуть эту историю своей прошлой любви в новые отношения, будете их разрушать и портить. И очень важно вспомнить, прочувствовать, осознать и поговорить с собой, и выплеснуть именно все чувства во всем их полном многообразии. И чувство вины перед этим человеком, и чувство любви к нему, и чувство злости и ненависти по отношению к нему, и чувство грусти по поводу того, что его больше никогда не будет, и чувство страха, что вы никого нового не найдете. Давайте я вам сейчас приведу пример, как это нужно делать. И прям я хочу, чтобы вы понимали, что в этот момент надо именно прямо максимально полно отдаваться всем этим чувствам, упиваться ими и просто серфить на их волне до тех пор, пока вас уже не выкинет от изнеможения на берег, и вы не подумаете: фух, все, окей, теперь точно можно от этого процесса отдохнуть. Итак, вот, допустим, вы расстались с парнем. Я буду говорить от своего лица, потому что я девушка. И сначала вы думаете так: блин, да какой же он козел, я его ненавижу, это вообще, он испортил все наши отношения, да как он посмел так со мной обращаться, он вообще был тираном, какая же он сволочь, козел, вообще, просто бесит он меня, слава богу, что мы с ним расстались, я его бросила, нет, это он меня бросил, вообще, я ненавижу его, пускай он будет всю жизнь несчастлив. Блин, но ведь это же я испортила наши отношения, если так посмотреть, а я-то сделала то-то, то-то и то-то, это что же это я его обвиняю, ведь о себе тоже надо подумать.
Господи, как я жестко тупила, какая же я была сама коза. Да, точно, это ошибка, она вся пошла из-за меня, я виновата, я должна была по-другому себя вот в той ситуации повести, ведь это можно было бы еще исправить. Я должна ему срочно позвонить, написать и сказать, что это я во всем виновата. Господи, боженька, прости меня, пожалуйста, за то, что я это сделала. Как я могла быть такой дурой? Кошмар, это я все разрушила, боже мой, это просто какое-то безобразие. А ведь он был такой хороший, как же я его сильно люблю, как я по нему скучаю, я больше никогда его не увижу. Я больше никогда его не обниму, не поцелую, не прикоснусь к нему. А ведь он такой красивый. Мне так нравилось, как он пахнет. Я так хочу его поцеловать. Я безумно люблю его. Господи, я готова дать всю свою следующую жизнь за то, чтобы еще один разочек хотя бы его увидеть и поцеловать. Я не хочу жить больше без него. Как же я была счастлива с ним, когда он меня обнимал. Как я хочу, Господи, я просто хочу упасть перед ним на колени. Просто я хочу побыть с ним еще раз вдохнуть его запах, еще раз постоять с ним, просто молча, прильнуть к нему. Мы никогда уже не будем с ним вместе, он меня забудет. Ему уже сейчас, наверное, все равно. А он ведь где-то там ходит, он только один, неповторимый, красивый, умный, любимый, родной, только он мне нужен. Я уже никого не смогу в жизни полюбить, никто, я уже ни с кем не буду счастлива, никто меня не полюбит так, как он, я никого не полюблю так, как него, это же он только мой один, единственный. Боже, какой кошмар, я всю жизнь теперь буду одна, я все разрушила, я все испортила, я уже никогда не буду счастлива. Боже мой, что же мне делать? Так, стоп. Хватит упиваться всем этим дерьмом. Я что, вообще себя не уважаю? Я что, себя на помойке нашла? Хватит. Я умная, красивая девушка. Какого черта? Почему я так должна страдать, упиваться, убиваться? Нет, я молодая, я буду еще счастливая. Конечно, я себе еще найду, да я найду себе в 100 раз лучше. Да, он будет жалеть. Нет, я ему отомщу, я должна его наказать. И вот когда он ко мне придет, и он приползет ко мне, и он будет обливаться кровавыми слезами, и я его не прощу. Это я, самое лучшее, что было в его жизни. И когда он ко мне вернется, я уже буду счастливая, и он уже потом пожалеет, и он будет молить меня, стоя на коленях, о том, чтобы я его просила, а мне будет все равно. Поняли? И вот так этот процесс, он длится и длится и длится по этому кажущемуся бесконечному кругу, но потом он в итоге все равно заканчивается. И по мере того, как вы проходите через все эти круги ада, чистилища, вы действительно очищаетесь, потому что это все выплескивается, это все выходит. Это как процесс осознания. И вы как бы просто подчищаете эти свои закрома психические. И с каждым новым разом вам становится это делать все легче и легче и легче. И вообще вот этот процесс депрессулечки, траура, он в норме всегда проходит в районе примерно 6 месяцев. Сначала у вас будут самые интенсивные чувства, возможно, даже такие, что вы даже не сможете их психически спокойно воспринимать, потому что вам будет это очень болезненно и тяжело. Но потом постепенно, когда они спустятся до уровня десяточки, то есть максимального, это будет на 1, 2, 3 месяц, вы сможете их именно уже психически перерабатывать с уровня тела, они перейдут на уровень психики, а потом после того, как вы их вот так вот обработаете, как бы ферментируете все лучше и лучше, они уже вообще и превратятся просто в тоненький, легкий какой-нибудь ветерок, когда вы потом будете так вспоминать, когда-нибудь думать, а чего я так страдала, чего я так переживала, и вам будет все равно. Ну да, конечно, в эти моменты, в эти разы вам будет очень сильно хотеться все это написать, позвонить, высказать, рассказать своему бывшему, чтобы он обязательно об этом знал. Ну, тут я могу что сказать. Самое главное, это все равно человек, который будет в прошлом, так что застыдиться и сделать что-то безумное, то, о чем вы потом будете жалеть, тоже можно. Самое главное, о чем нужно заботиться, это о себе. Ваш бывший — это уже отработанный материал, как бы цинично это ни звучало, но в прошлом он действительно останется и физически, и психически, поэтому стесняться вам тут нечего. Тут у вас как будто день рождения, и можно все. Купаетесь, позволяете себе самые... как сказать, аморальные, дурацкие, стыдные, позорные чувства. Самое главное, чтобы вам было хорошо. Любите себя. Вот. Но обязательно этот процесс проделывайте и не
доводите его до избегания. Ох, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии, ждите моих новых видео. Всем пока!